«Бэтмен. Тихо» — одна из самых культовых историй про Бэтмена. Детективный сюжет, где ему приходится столкнуться с новым противником, скрывающим свое лицо, и в процессе пройтись по куче союзников, врагов, мертвых близких и забытых друзей. Джефф Лоэб и Джим Ли смогли создать по-настоящему легендарную историю про Темного рыцаря, что мгновенно стало современной классикой. И вот, спустя 20 лет они вернулись с сиквелом сюжета, который стал одним из худших комиксов про Бэтмена, по мнению фанатов. Но все ли настолько ужасно? Привет, я Лосяш, и сегодня мы побазарим про Хэтуш и почему ты обязан его прочитать. У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради, червонец золотой. Для начала важно понимать, что Тихо в свое время, по сути, спас персонажа. Тогда было очень много каких-то неказистых, странных ранов, которые являлись еще частью других каких-то событий, других серий, и основной ангоинг Бэтмена очень быстро и очень существенно терял аудиторию. И когда Джим Ли и Джефф Лоэб пришли на ангоинг и выдали нечто невероятное, там, с точки зрения рисунка или повествования, концепта, они настолько успешно вернули фанбазу, что последняя часть из 12 как раз таки арки Бэтмен Тихо продалась тиражом в 3 раза больше, чем первая часть. Это вообще какой-то невероятный уровень для комиксов. Обычно, типа, в начале арки все читают, в начале ангоинга какого-то периода авторов, и в конце все меньше и меньше и меньше, и под конец остается там прям совсем мизерная какая-то часть аудитории. Здесь же изначально DC потеряла аудиторию, а затем с помощью сюжета ее вернула под конец. Настолько он был классный и разошелся в народе. Примерно то же самое происходило с Бэтменом и в прошлом году. Долго на персонаже сидел Чип Здарски, писал свой ран, я про него делал отдельный ролик, кому интересно, вот вам подсказка. И несмотря на то, что мне ран нравится, ну, по крайней мере, какие-то его части, идеи, которые Здарский пытался вместить, он откровенно пугал фанбазу, потому что там творились какие-то неведомые, дикие вещи, абсолютно не свойственные Темному рыцарю как таковому. Очень много странных, отбитых, ебанутых концептов, многие из которых не пришлись по духу аудитории, из-за этого также у Бэтмена очень сильно просели продажи. И тут Джефф Лоэб и Джим Ли возвращаются, такие, вот мы сейчас сиквел напишем, все будет хорошо, и начинается история с того, что Джокер вновь отравляет Готэмское хранилище. Это уже происходило в классической истории Бэтмена. Человек, который смеется, это вообще было первое преступление Джокера, когда Бэтмен впервые с ним столкнулся. И вот Бэтмен в очередной раз его вовремя ловит, пытается остановить, падает в воду вместе с пираньями, они его начинают кусать, он еле выживает, лежит без сознания, его спасает Талия аль Гул. Но в этот момент Джокер похищает Тихо, он вернулся, все, папочка дома, снимает свои трусы, вся хуйня, и он начинает что-то базарить Джокером, параллельно кидая в него клинки из специальной дамасской стали. И делает так, что Джокер настолько сильно ранен, что сам он выбраться не может. Если Бэтмен не придет на помощь и не спасет его по собственной воле, то клоун умрет. Брюс, конечно, приходит на помощь Джокеру, и перед ним вот стоит важная моральная дилемма. Дать ему умереть, потому что я как бы не виноват. Это вот типа Тихо все сделал, я-то сам вообще ни при чем. Либо все-таки оставаться до конца, вот до последней крупицы, честным с самим собой, своими принципами, и все-таки сохранить ему жизнь. Это отлично коррелирует вообще с событиями первой части еще, которая 20 лет назад выходила, где Бэтмен чуть не убил Джокера в порыве злости. Его тогда остановил комиссар Гордон. Только из-за этого там Джокер все еще жив. Тем не менее, подобное решение имеет свои последствия. И Бэтмен, когда отправляется в пещеру с Джокером, чтобы его подлечить, как-то подлатать, по его душу приходит красный колпак Джейсон Тод, который безумно сильно недоволен тем, что даже в такой неоднозначной ситуации, где все-таки можно было дать Джокеру скончаться, Брюс все равно его спас. Между ними происходит этот вот типичный диалог, когда там Джейсон заявляет то, что ты там меня не спас в свое время, почему Джокер до сих пор еще жив. Уэйн говорит, что ты винишь меня не за Джокера, за то, что я тебе как родного сына не сделал все, чтобы ты был жив. Они начинают сражаться, и в порыве драки, чего у всех очень жестко порвалась жопа, это первая главная такая претензия, наверное, ко второй части Тихо, что Бэтмен берет пистолет и стреляет по шлему Джейсона, оглушая его. И типа все, Бэтмен же не убивает своих врагов, Бэтмен и пушка. Это уже фейл, чувак. Я не буду прям доебываться, да, канонично это или не канонично, влияет ли это настолько сильно, меняет ли это персонажа. Нет, мне достаточно того, что это был момент, когда я прихудел немножко. Вот типа я читаю, такой, ёб твою мать, что происходит на странице? Типа это круто, потому что очень редко у меня возникают такие эмоции от комиксов, от новых комиксов, особенно, которые сейчас выходят. Все серии про настолько известных персонажей работают по каким-то привычным шаблонам и боятся выйти за их пределы. Они боятся попробовать что-то новое. И вот Бэтмен, который, ну понятно, он не собирался убить своего сына, но в порыве ярости он хватает пушку, чтобы хоть как-то его остановить, Джейсона, и стреляет в его шлем. Это настолько нетипично персонажу, но при этом достаточно разумно обоснованным сюжетом и вот самой эмоциональностью сцены, накалом каким-то, что меня лично прикололо. То есть я в этом проблему не вижу. Другая еще штука, которая не понравилась критикам, как будто бы откатили назад вообще всю историю развития Джейсона. У них опять вот эти вот типичные диалоги, которые между ними происходили. И самое главное, Красный Колпак работает, оказывается, вместе с Тихо. И Красный Колпак, он каким бы антигероем не был, он все равно там бывший Робин и так далее. Но в этот раз он предает, по сути, своего наставника. И
и так бы Джейсон никогда не поступил. На этот момент мы затронем еще чуть-чуть позже, когда больше примеров наберется, сейчас дальше по сюжету. Брюс находит на месте преступления клинок вот этот из дамасской стали и понимает, что он произведен в Wayne Enterprises, идет туда разбираться в костюме. И там встречает нового приспешника Тихо по кличке Тишина, Молчание, Silence, огромного такого накачанного Борова со способностями черного молота. И благодаря этому помощнику мы видим, что стиль рисунка Джима Ли, он не только не стал хуже, у него появились какие-то новые фишки, с помощью которых все выглядит гораздо разнообразнее и интереснее. То есть его рисовка всегда была хороша проработанностью анатомии, задних фонов, лиц, костюмов, и он отчасти из-за вот настолько задротского арта долгие годы вообще не рисовал комиксы, только обложки делал, и то изредка. Но по возвращению он использует такой прием, как он берет какое-то важное слово, которое говорят персонажи во время битвы, и акцентно увеличивает это слово типа по масштабу, стилизует это внутри гаттера, подстраивает его под саму битву. То есть ты как бы акцентируешься и на фразе, и на каком-то отдельном движении, там, не знаю, отдельном ударе Сайленса по Бэтмену. И это интересное решение, я такого мало видел в других комиксах, тем более вкупе с тем, что сама рисовка мне импонирует, вот как Ли изображает лица в таком реалистичном объеме. А еще мне очень нравится дизайн загадочника. То есть тут загадочник, он появляется, и он начинает работать с Бэт-семьей. В первой части тоже много на загадочнике было завязано, но там он прям такой хлипкий дрищ. А здесь Нигма прям нафармил ауры, подкачался, там масса-набор прошел свой, еще в каком-то ебанутом, непонятном костюме появляется. И мне прям смешно, насколько это необычный образ для загадочника, как для злодея, насколько вот это прикольно выглядит в рисунке Ли. Короче, во время битвы Бэтса опять вырубают, и это тоже забавный момент, который отличает Тихо 2 от других вообще любых комиксов про Бэтмена, которые я читал, что здесь персонажа постоянно опиздюливают. Вот я такое редко вижу, потому что он всегда какой-то всесильный, всеспособный, вообще без сна, без еды все равно может драться, побеждать всех противников. Это даже в первой части было, где там каждый номер он с кем-то дерется, там до крови, почти до смерти, и все равно в следующем выпуске он свежий, как огурчик. Здесь нет. Здесь каждый раз Бэт с кем-то встречается и дают ему пизды. Следующим противником сейчас опять ему дают пизды. Тоже такое, типа, интересное, необычное решение. В общем, в это время Красный Колпак и Найтвинг находят Джокера одновременно, дерутся за него. Он просыпается и наставляет на обоих Робинов бывших пушку. Бэтгерл в другом месте узнает про то, что, во-первых, ее отца ранили, во-вторых, то, что Бэтмен спас жизнь Джокеру и хочет с ним серьезно поговорить на эту тему. И еще и самого Бэтмена приходит спасать Робин, Дэмиан Уэйн, вместе с Бэйном. Бэйн, я напомню, в комиксах убил Альфреда, типа такого фигурального дедушку для Дэмиана. И все равно они вместе работают, спасают Брюса. И этот момент, пожалуй, отражает главную претензию фанатов к Тушу. Короче, там эксклюзивы, подкасты, Печень Лось Плюс. Складывается ощущение, что Лоэб последние 20 лет вообще не читал комиксы про Бэтмена, не знает, что происходило, не знает, какие статусы кво у персонажей, какой у них там положняк, потому какие взаимоотношения там со злодеями, кто хуже, кто лучше. При этом как бы сам комикс не является обособленной историей, он часть ангоинга. И в этом контексте это смотрится довольно странно. И, может быть, оно так и есть, но лично для меня комикс хуже от этого не становится. Тем более, когда первая часть, также вот, которая вклинилась в основной ангоинг, со временем об этом забыли, но она тоже абсолютно вообще по лору не стыковалась с предыдущими комиксами, которые были до нее, потому что, например, Женщина-кошка, очень важный аспект Тихо, то, что Женщины-кошки и Бэтмена отношения складываются какие-то более-менее серьезные, хотя там за, по-моему, 15 выпусков до этого они все поставили точку, поняли, что никогда не могут быть вместе, что у них разные судьбы, еще и Селина как-то жестко Брюса поставила, короче, не судьба им быть вместе. Или у Бэтмена, например, за несколько лет до этого появился такой помощник, чинила Бэт-пещеры, мой карлик Гарольд. Он редко появлялся, но достаточно такой важной частью был лора сторонних персонажей Бэт-семьи. И в Тихо он неожиданно предает Брюса, совершает вроде бы такой Иуда, грешный поступок, и помогает Тихо вообще с его планом, ради того, чтобы там снова заговорить. Просто со временем такие моменты забываются, потому что Тихо, в отличие от других комиксов того времени, оно осталось в веках. То есть Тихо до сих пор перечитывают, Тихо до сих пор помнит его сюжет, в отличие от комиксов, которые выходили параллельно там или до него. Потому что аудитории этого комикса, как и сиквела, абсолютно плевать, что происходит в других каких-то сторонних сериях. Их не читают, они про них не знают, и все-таки воспринимают сам Хаш как обособленную отдельную какую-то арку. Ну и, короче, возвращаясь к самому комиксу, к последнему на данный момент вышедшему номеру, там Бэтмену и другим членам Бэт-семьи удается победить. Бэтмен дерется с Бэтгерл, которая применяет там новые фишки в своем костюме. Параллельно опять Джим Ли новую фишку придумывает. У него еще в первой части были такие акварельные рисунки воспоминаний о детстве Брюса, но здесь он еще им такой цветовой контраст накинул, то есть каждая панелька выполнена в своем цвете и отражает определенные эмоции, состояние, которое он хочет передать в этот момент воспоминания о прошлом. И Брюс впервые в этом комиксе не получает пизды, все-таки смог победить женщину, но ей на помощь приходят остальные члены Бэт-семьи и говорят, что типа, так, все, стопэ, мы должны что-то обсудить. Фух.
Что я могу сказать, то что Лоэб за годы вообще не растерял свой скилл рассказывать историю. Как он выстраивает события, как он сменяет сюжетные арки, как он ведет вот эту вот детективную линию и постепенно знакомит тебя с различными частями мира Бэтмена в комиксах. То есть даже если в вакууме взять отдельно первую и вторую часть тихо, ты уже можешь понять, как изменился Бэтмен за эти годы. Что у него там появился сын, и он стал важной частью каких-то событий. Что Бэт-семья разрослась, что там Красный Колпак теперь тоже важная часть лора Темного Рыцаря. Насколько менее персонажа-образующим злодеем стал Джокер. И вот много таких мелких вещей. Единственное, что могу выделить, что Тихо пока уделяется не так много времени. То есть в первой части на него прям сделался акцент, но с другой стороны у Тихо есть такая забавная черта, что он работал как злодей идеально только когда его представили. Когда мы не знали, кто он, только когда он какой-то первый свой коварный план строил. И в этом формате это была его лучшая репрезентация, потому что потом, когда Тихо пытались засовывать комиксы после этого, это все выглядело настолько натужно, как-то скомканно, неуместно, кишило какими-то самоповторами. В общем, Тихо просто перестал работать. Поэтому Лоэб очень грамотно возвращает интерес к злодею и не перенасыщивает им страницы. Ну и тут еще важный вопрос, скрывается ли за маской Тихо, за вот этими повязками, бинтами, тот же чувак, что и в первой части. Я спойлерить не буду, но вот кто шарит вообще, есть какие-то догадки, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какие у вас там есть теории фанатские, потому что я по этой теме ничего в интернете не смог найти. Там в основном люди просто ненавидят этот комикс, а по сюжету каких-то своих мыслей особо не высказывают. Однако, раз уже упомянул я хейтеров гребаных, то все-таки есть одна вот критическая претензия к Тушу, которая у меня самого появилась, про нее мало говорят, но меня она вот лично мега бесит, я вот не могу понять, какого черта. Постоянные задержки выпусков. То есть вначале была задержка на месяц, с мая перенесли на июнь выпуск, но теперь задержка уже произошла до октября. Последний номер вышел в июле, а следующий выйдет только в октябре. И что самый пиздец, параллельно начнется уже новый ангоинг Бэтмена от Мэтта Фрэкшена, следующий. Это вообще первый случай в истории комиксов, когда параллельно будут идти два ангоинга сразу по одному персонажу с идентичным названием. Просто из-за того, что Джефф Лоэб и Джим Ли проебались полностью по срокам. Это особенно угарно, учитывая то, что в интервьюшках различных после выхода первой части они очень много бахвалились тем, что никто не верил, что у них удастся на протяжении 12 месяцев каждый раз выдавать по выпуску с таким рисунком, с таким интересным сюжетом. Но они сделали, типа, они не спали ночами, они там старались как могли, и у них получилось без единого промаха на протяжении года выдавать историю. Здесь же, типа, да, они стали старше, уже силы не те, но мне, вот как человеку, который со стороны издательства смотрит на эту картину, мне поебать. Поебать, какой у вас возраст. Вообще насрать. Если вы пишете историю в рамках ангоинга ежемесячного, значит плевать как. Хоть усритесь там, но вы должны выпускать каждый выпуск раз в месяц стабильно, без единого опоздания. А тут еще и перенос на 3 месяца. С учетом того, что это накладывается на то, что новый ангоинг стартует. Это непозволительная какая-то роскошь, которую им дается только за счет того, что Джим Ли все еще один из главных ребят DC. Он, видимо, выписал себе такую индульгенцию, что нет, другим-то нельзя так делать, но мне, простите, поймите, на один раз. Короче, по итогу, говоря в целом, мне кажется, что Туш незаслуженно захейченная история. Это один из немногих вообще комиксов современных, которые выходят в DC, которые мне интересно и прикольно читать. Я вот каждый выпуск открывал и думал, что ж здесь они выдадут? Что здесь такого провокационного, неожиданного будет? Она отчасти там, да, слишком в лоб, слишком прямая, не сочетается немножко с духом нынешнего времени, как событийно-лорово, так и по атмосфере своей какой-то, потому что авторы это уже старые деды. И тем не менее, лично для меня она работает, и я понимаю, на какую аудиторию она написана. Поэтому, если вы хотите просто вот прочитать какую-то обособленную историю про Бэтмена, то, во-первых, первый хаш чекните, если вы еще не сделали это, а потом следом сразу можете Туш уже начать читать. Мне кажется, это достойно того, чтобы ознакомиться. Там есть какой-то вот драйв, угар, то, чего мне очень сильно не хватает во многих современных ангоингах. Ну а если вам по душе более медитативные и приземленные истории про Темного Рыцаря, или вы хотите узнать, что творилось с Бэтсом до Тихо 2, кликайте на эти два видео, которые сейчас высвечиваются на экране. Спасибо за просмотр, пока.